Смесь жалости, досады и чего уж там злости – вот мои мысли при взгляде на современный автомобильный рынок. Мы постоянно слышим о росте продаж, о доминировании АвтоВАЗа, о том, как китайцы завоевывают рынок. И что в итоге? В итоге я, обычный водитель, который просто хочет иметь машину, чувствую себя обманутым. Такое ощущение, что нас, простых людей, обрекли ездить на ведрах. Вот данные за прошлый год. Продано 6 миллионов 240 тысяч поддержанных автомобилей. Это максимум с 2007 года. Казалось бы, вот он рост. Но для меня это не рост, а крик отчаяния. Это значит, что большинство из нас просто не может позволить себе новую машину. Я смотрю на ценники в салонах и думаю, когда это стало нормой? Продавать почку, чтобы просто ездить на машине. Что такое новые машины? Либо Лада, которая, несмотря на все заявления, стоит так, будто она из золота, а не из металла. Новая Гранта за миллион. Это что, шутка такая? Я помню времена, когда за эти деньги можно было купить вполне приличную иномарку. А Веста или Искра – это вообще другая ценовая категория. Простым смертным туда и не сунутся. Либо китайцы. Да, они стали лучше, не спорю. Но и цены на них взлетели так, что их берут в основном в кредит. Я вижу, как люди отдают последние деньги, влезая в долги на долгие годы, чтобы просто иметь что-то более-менее современное. Это ведь не свобода передвижения, а рабство перед банком. И что будет с этими машинами через пару лет? Тоже большой вопрос. Я, как и многие, постоянно просматриваю объявления, пытаюсь найти что-то свое, что-то, что еще не разваливается, но при этом не стоит как крыло от самолета. И каждый раз попадаешь в замкнутый круг. Покупаешь старую иномарку, готовься к постоянным ремонтам, потому что она уже доживает свои дни. Хочешь что-то поновее, готовься к кредиту или к тому, что тебе попытаются продать просто хлам под видом идеала. Недавно я смотрел такую машину, один владелец, небольшой пробег. На деле перевертыш с несколькими владельцами в ПТС. Когда западные компании ушли с рынка, у нас появился уникальный шанс. Казалось бы, вот оно, окно возможностей. Можно было заполнить рынок доступными и качественными отечественными автомобилями. А что мы получили? Стремительный рост цен на все, попытки продать нам устаревшие модели под видом новинок и полную зависимость от Китая. Причем, что самое обидное, нам продают то, что у них самих уже не пользуется особой популярностью. И вот я, как обычный водитель, стою перед выбором: либо ездить на том, что есть, постоянно что-то латая и ремонтируя, либо влезть в долговую кабалу. И это не свобода, а какое-то замкнутое кольцо. Я смотрю на все это и думаю, изменится ли когда-нибудь ситуация, или мы таки будем ездить на ведрах и мечтать о машине, которая нам не по карману. Пока я не вижу реальных шагов в этом направлении. Вместо того, чтобы делать доступные и качественные машины, мы наблюдаем какие-то странные игры с брендами, которые тут же становятся дорогими и невостребованными. И я такой не один. Послушайте, что говорят на дорогах. Да ну его, лучше старый Жигуленок починить, чем брать новую Ладу за миллион. Это не цинизм, а горькая правда жизни. И пока ситуация не изменится, большинство из нас так и будет либо чинить старые машины, либо жить от зарплаты до зарплаты, выплачивая кредит за автомобиль, который уже завтра может потерять половину своей стоимости. Какие мысли у вас? Брать новое или шариться по вторичному рынку? Делитесь своими размышлениями в комментариях.